Здравствуйте! Сегодня расскажу вам историю, которую долгие годы пытались держать в тени. Устраивайтесь поудобнее и приятного просмотра. 31 октября 1802 года деревянная крепость на горе над рекой Каменкой сгорела за одну ночь. Обугленные венцы разобрали, площадку сравняли, а в 60-е годы 20 века на этом месте подняли партийный архив и обычный жилой дом. Считалось, что от старого Житомира здесь не осталось ничего. Ни камня, ни бревна, ни ямы. А в 2017-м лопата археолога уперлась в кладку. Круглое оборонительное сооружение около 5 метров в поперечнике, врезанное прямо в гранит. То самое, которое 200 с лишним лет знали только по строчке в описи 1545 года. И это лишь первая из 13 тайн города, который давно привык, что его прошлое лежит ниже уровня асфальта. 3 вопроса, на которые я буду отвечать следующие полчаса. Первый. Что на самом деле находится под Житомиром? Единая сеть подземных ходов, о которой горожане рассказывают друг другу больше 100 лет. Или десятки разрозненных погребов, и почему за все эти годы никто так и не выложил полную карту. Второй. Почему город, у которого под ногами лучший гранит страны, сам почти не сохранил свою старую застройку, и куда она делась? Третий. Кем был Житомир для людей, чьи имена знает весь мир? Родиной, случайной строчкой в анкете или чем-то третьим? Ответы разбросаны по 13 главам. Ни одного придуманного факта. Каждая дата проверена по источникам, и там, где источники расходятся, я назову обе версии вслух. Теперь коротко о том, почему именно здесь. Житомир поставлен на самом краю украинского кристаллического щита, древнейшего блока земной коры, который выходит на поверхность почти без осадочного чехла. Гранит тут не где-то на глубине, а сразу под тонким слоем почвы, местами прямо на виду. Река Тетерев не размывает берега, а пилит их, и из-за тысячелетия пропилила в черте города настоящий каньон с отвесными серыми стенками. Отсюда сразу 3 следствия. Первое. Подземные полости здесь копали не в мягком грунте, а вырубали и выкладывали кирпичом, поэтому они держатся веками. Второе. Камень стал главным товаром края, и городами Волыни мастили улицы далеко за ее пределами. Третье. На скальном мысу над слиянием 2 рек невозможно было не поставить укрепление. Его и поставили задолго до того, как город впервые попал в летопись. Дальше история покатилась привычным для этих мест образом. Древляне, литовские времена, магдебургское право с 1444 года, губернский центр, 3 волны разрушений в 20 веке. 13 точек, 13 тайн. Идем по порядку. Тайна первая. Гора, под которой спрятан весь древний Житомир. Начнем с того места, где город начинался. Замковая гора. Скальный мыс над устьем Каменки, с запада прикрытый отвесной скалой, с севера крутыми склонами речки Рудавки, с юга безымянным ручьем, а с востока насыпным земляным валом. Природная крепость, которой оставалось только достроить деревянные стены. Раскопки 1982-1985 годов, которые вели житомирские археологи Иван Ермошек и Александр Тарабукин, показали. Укрепленное поселение занимало здесь примерно 1,5 гектара, и жизнь на этом мысу не прерывалась тысячелетиями. Из земли подняли черепки глиняной посуды и кремневые орудия позднего этапа трипольской культуры. Это 31-27 века до нашей эры. Выше залегали фрагменты керамики 8 и 9 веков. Еще выше – гончарная, сделанная уже на круге, 10 столетия и позднее. 3 эпохи в одном разрезе, одна над другой, как страницы в закрытой книге. А теперь о дате основания, которую вы найдете на любой открытке. 884 год. Дружинник киевских князей Аскольда и Дира по имени Житомир, отказавшийся служить убийце своих господ и ушедший в древлянские леса. Красиво. И это предание, а не документ. Записал его историк Николай Трипольский в XIX веке. Никаких летописных или археологических подтверждений у сюжета нет. И добросовестные краеведы всегда оговаривают это отдельно. Чешский славист Павел Йосеф Шафарик предлагал другую версию. Городище выросло как центр племени житичей, входившего в союз древлян. Это тоже гипотеза. Твердый документ у города один – 1240 год, когда Житомир попадает в летопись в связи с походом Батыя.
Разрыв между легендарной и документальной датой 356 лет, и археология этот разрыв заполняет лишь частично. Керамика 9 века на горе есть, а имени города при ней нет. Никто не знает, как он тогда назывался. Между летописной строчкой 1240 года и пожаром 1802 уместилась вся пограничная биография города. Около 1320 года укрепление на горе взял литовский князь Гедимин, и Житомир на 2 с лишним столетия стал литовским пограничьем. Магдебургское право город получил в 1444 от короля Казимира Ягеллончика. Это означало собственный суд, ратушу, цеховое устройство и право на ярмарки. Дальше идет сплошная линия набегов. Конные отряды выходили сюда почти каждое десятилетие. Деревянная стена горела, ее отстраивали заново, и очередная опись фиксировала уже другое число городен. На самой площадке над обрывом в разное время поднимались храмы. Крестовоздвиженскую церковь в византийском стиле здесь построили по одним данным в 17 веке, по другим в 19, и советская власть закрыла ее примерно в 30-е годы. Гора меняла хозяев, веру и назначение, но не меняла главного. Она всегда была тем местом, куда уходили, когда наверху становилось опасно. Про деревянную крепость мы знаем неожиданно много, благодаря иллюстрациям, описям королевского имущества. Опись 1545 года описывает неправильный шестиугольник, 45 городен, 4 вежи и 2 башни, все из сосновых досок, а подъемный мост — из дуба. Историк Иван Крепьякевич оценивал размеры площадки в 130 метров на 115 и считал ее крупнейшей среди укреплений на украинских землях того времени. Твердыню перестраивали дважды – в 1497 при Александре Ягеллончике и в 1544-45, когда работами руководили Семен Бабинский и Богуш Корецкий. Все это дерево на скале горело регулярно, и в ночь на 31 октября 1802 года сгорело окончательно. Остатки разобрали, место застроили. И только в 2017-м археологи вскрыли на площадке круглое оборонительное сооружение около 5 метров в поперечнике. Исследователи осторожно связывают его с той самой круглой башней из описей, но окончательного вывода пока нет. Что еще лежит под фундаментами 60-х годов, никто не проверял. И вот отсюда начинается самое странное. Примерно от этого холма расходятся ходы, о которых в Житомире говорят 1,5 века. Тайна вторая. Подземный Житомир, где кончается документ и начинается легенда. Секунду, я редко вот так вылезаю, но тут надо. Если вам зашло, подпишитесь. Для вас это 1 клик, а для меня очень важно. Все, продолжаем. Сначала то, что подтверждено. В 1981 году обследовали Подольскую гору, а с 1982 по 1985 специальная комиссия прошла по центральной части города. Житомирские краеведы Георгий Макритский и Александр Тарабукин, которые эту работу описывали, называют конкретные адреса подземных пустот. Подол и Замковая гора, участки под католическим и православным кладбищами, полости под костелом и под улицей Бассейной, ходы под кельями бывшего иезуитского монастыря. Монастырские коридоры оказались шире прочих, около 2 метров, и выше подольских. Типовой подольский ход примерно 110 сантиметров в ширину, кирпичная кладка, полукруглый свод, ниши через равные промежутки, отдушины и глухие тупики. Одно из открытых подземелий на Подоле сегодня находится в частной собственности. В 2016-м на улице Бердичевской грунт провалился, и открывшийся ход шел в сторону автодорожного колледжа. Вот это материальная часть, ее можно потрогать. Теперь про исследование. В газетной публикации от 6 ноября 1992 года подведен итог 2,5 лет работы группы спелеологов. 14 опубликованных статей, 40 предметов 14-19 веков, переданных в музей, около 300 собранных свидетельств очевидцев, топографическая съемка и первые карты ходов. Через 2 с небольшим месяца, 20 января 1993-го, другая заметка рассказывает, как группа студентов под руководством Кравчука обнаружила входы на Замковой горе и тут же сообщает, что исследователям начали поступать угрозы от неизвестных лиц. Причина простая и печальна. Параллельно с краеведами под город лезли кладоискатели. Искали они 2 вещи –
золото иезуитов и монастырскую библиотеку. Ни того, ни другого никто никогда не находил. Почему за 40 с лишним лет так и не появилось единой карты, вопрос у которого есть скучный и очень практический ответ? Часть ходов засыпали еще в 19 веке. Часть пересекли и разрушили позднейшие коммуникации, водопровод, канализация, теплотрассы, кабельные каналы резали старые своды, не спрашивая. Часть подземелий находится под жилыми зданиями в частной собственности, и попасть туда нельзя без согласия владельцев. Часть попросту опасна. Своды 19 века, простоявшие 1,5 столетия без обслуживания, обрушиваются от вибрации. Город напоминает об этом регулярно. В октябре 2025-го на улице Фещенко-Чепивского провалился грунт над коммуникациями. Участок от перекрестка со Старым бульваром до водонапорной башни перекрыли, троллейбусы пустили в объезд по Большой Бердичевской. Каждый такой провал – это либо старая выработка, либо изношенная труба, и разбираться приходится по факту, а не по чертежу. Чертежа нет. А вот здесь я обязан разделить документ и фольклор, потому что именно в этом месте большинство рассказов о Житомире сходят с рельсов. Легенда номер 1. Под городом спрятан подземный храм, а в нем библиотека Ярослава Мудрого. Подтверждений нет ни одного, ни письменного, ни археологического. Легенда номер 2. Состоятельная дама с Корбутовки зимой ездила под землей, чтобы не мерзнуть на улице. Милая история, документами не подкрепленная. Легенда номер 3. Сплошной тоннель от Житомира до Бердичева или до Киева. Это физически огромный объем выработки в граните, следов которого нет нигде. Что говорят специалисты о реальном назначении подземелий? В подавляющем большинстве это хозяйственные сооружения, соединявшие соседние здания и участки, плюс запасные выходы из монастырей к склонам и к реке. К концу XVIII века оборонное значение они потеряли окончательно и превратились в склады для сельскохозяйственных продуктов. Полной карты житомирских подземелий не существует до сих пор. Почему город, который живет над ними 200 лет, так и не составил ее? Спустимся еще ниже, к реке, которая эти скалы и разрезала. Тайна третья. Каньон посреди города. Тетерев, голова Чацкого и мост, у которого 2 биографии. Тетерев входит в Житомир и упирается в гранит. Дальше начинается то, чего вы не ждете от областного центра. Настоящий скальный каньон в городской черте. Отвесные серые стенки, пороги, валуны. Главная скала носит имя голова Чацкого. 30 метров в высоту, около 120 метров в ширину. Монолит серого гранита, у которого выветривание за тысячелетия вылепило человеческий профиль. Лоб, подбородок и характерный крупный нос. Никакой резец к камню не прикасался, форму вытесали дождь, мороз и ветер. С 1967 года объект имеет официальный статус геологического памятника природы местного значения. Рядом скальная группа «Четыре брата», а над всем этим по террасам спускается к воде парк имени Гагарина. Если бы такой каньон нашли где-нибудь в Греции, о нем знал бы каждый школьник. С именем скалы все запутано, и я назову обе версии, потому что документов нет ни под одной. Первая. Во время преследования казаками со скалы в реку бросился польский шляхтич по фамилии Чацкий. Вторая. Название связано с Тадеушем Чацким, основателем Кременецкого лицея, человеком вполне реальным и к Волыни имевшим самое прямое отношение. Обе версии живут в путеводителях на равных правах, обе – предания. Держите это в голове каждый раз, когда слышите уверенное «а скала названа в честь». Про саму реку скажу отдельно, потому что она гораздо длиннее города. Тетерев – правый приток Днепра, впадающий в Киевское водохранилище, и его протяженность в справочниках указана по-разному. Одни источники дают 365 километров, другие – 385. Разница в 20 километров возникает из-за того, где считать исток и как учитывать спрямленные участки. Для равнинных рек это обычная история. В 20 километрах выше Житомира, у Денишей, реку перегородили плотиной.
Денишевское водохранилище занимает около 255 гектаров. Берега там скальные, туда ездят тренироваться скалолазы, а над водой поднимаются руины, из-за которых дениши знают далеко за пределами области. Это остатки усадьбы, построенные для Надежды Владимировны Терещенко по проекту архитектора Павла Голландского. Строительство относят к 1910-1913 годам, хотя часть публикаций сдвигает его в конец XIX века. 40 комнат, трехъярусные башни, оранжереи, конюшни, собственный кирпичный завод и лесничество. От всего этого сегодня уцелели несколько стен и обломок башни. Отдельная история – подвесной пешеходный мост через Тетерев, тот самый, что висит над каньоном и который в городе зовут «Мостом влюбленных». И вот тут источники расходятся так, что честнее показать расхождение, чем выбрать удобную цифру. Украинская энциклопедическая статья о городе называет 1981 год и длину около 300 метров. Туристические и краеведческие описания дают 1982 год, длину 350 метров, высоту над водой 43 метра и пилоны в 70 метров. Сходятся все в одном. Переход строился как часть задуманного мемориального комплекса, движение по нему только пешее, и вид оттуда открывается на плотину и на скалы разом. Плотина, кстати, не декоративная. Гидроэлектростанцию на Тетереве поставили как раз в районе Головы-Чатского. Река, которая режет гранит, и человек, который на этой же реке ставит турбину, соседство очень житомирское. А теперь переходим к тому, ради чего сюда 200 лет ехали инженеры и подрядчики со всей империи. Тайна четвертая. Камень, которым облицованы чужие столицы. Житомирщина – главная каменная кладовая страны. Общие запасы гранитной породы в Украине оцениваются примерно в 200 миллионов кубометров. Точек добычи насчитывают около 110, из них работающих сегодня порядка 40. И наибольшая концентрация месторождений приходится именно на Житомирскую область. Названия карьеров звучат как перекличка: Коростенский, Коростышевский, Лизняковский, Головинский, Малинский, Олевский, Емельяновский, Игнатпольский, Миротский, Новоград-Волынский. Серый гранодиорит, красный гранит, черный лабрадорит, габро. Разработка коростышевского месторождения началась еще в 50-е годы XIX века, и к концу столетия Коростышев был известен как центр добычи и обработки камня. 3 камнерезные мастерские, 176 рабочих. Для маленького уездного местечка это была настоящая индустрия. Самая громкая житомирская каменоломня – Лизняковская. Первые упоминания о карьере у деревни Лизняки относят к 1898 году, а красный лизняковский гранит и сегодня числится среди самых дорогих в мире декоративных камней. Дальше факт, который в самом Житомире помнят хорошо, а за его пределами почти нет. Когда в Москве возводили каменное здание Мавзолея, законченное в октябре 1930 года, на облицовку пошло около 2900 квадратных метров полированного камня, красный гранит плюс черный и серый лабрадорит. Житомирский красный и житомирский черный. Про волынский лабрадорит из Головина отдельно писали, что по красоте и качеству он мало уступает буковинскому. Победитель, как известно, пишет историю, но облицовывает он ее чужим камнем. Каменное дело здесь всегда было ремеслом семейным и очень тяжелым. 176 рабочих в 3 коростышевских мастерских конца XIX века – это не заводской цех, а артели, где блок кололи клиньями по разметке, а полировали вручную песком и войлоком. Отсюда и характерная для края специализация – надгробия, поребрики, ступени, брусчатка. Названия здешних камней до сих пор идут как торговые марки. Лизняковский красный, Головинский лабрадорит, Коростышевский серый, Емельяновский. Лабрадорит, к слову, узнают по синему отливу. В темном поле камня при повороте вспыхивают павлиньи пятна, и эффект этот геологи так и называют – иризация. По всем правилам, такое разнообразие пород на одном пятачке встречаться не должно, а оно тут есть, и объясняется это возрастом основания. Породы украинского щита измеряются миллиардами лет, и за такой срок в них успело перемешаться все. Есть в этой истории и обратная сторона, вполне зримая. Когда карьер выработан, его бросают, и он начинает жить своей жизнью.
Крастышевский карьер, где добыча шла с середины 19 века и активно продолжалась до середины 20-го, сегодня затоплен. Скальные берега поднимаются над водой до 10 метров, поросли соснами и березами, вода приобрела мутновато-бирюзовый оттенок из-за взвеси гранитной крошки. Место превратилось в туристический объект, его снимают в кино. Красиво и абсолютно рукотворно. Этой чаши 170 лет назад не существовало. Житомирская область умеет выворачивать себя наизнанку и оставлять на память котлован, залитый водой. Но самое поразительное, что дал здешний гранит, добывали не для мостовых. И весит оно 117 килограммов. Тайна пятая. Камера в граните и топаз весом в 117 килограммов. Внутри гранитных массивов Волыни есть пустоты, которые геологи называют пегматитовыми камерами. Это полости, в которых остатки расплава остывали медленно, десятки и сотни тысяч лет, и в этой неторопливости вырастали кристаллы совершенно нечеловеческого размера. Волынское пегматитовое поле лежит в окрестностях поселка Хорошов. До февраля 2016 года он назывался Володарск-Волынский, примерно в 150 километрах от Киева. Здесь десятилетиями шла разведка и промышленная добыча самоцветного сырья, и здесь же из земли достали самый крупный топаз в истории промышленной разработки месторождения – 117 килограммов. Один кристалл. Представьте себе камень весом с 2 взрослых человек, который целиком состоит из полупрозрачного топаза винного оттенка. Хранится он там же, где добыт. Музей драгоценного и декоративного камня в Хорошове открыли в 1996 году на базе коллекции минералов и горных пород предприятия, которое вело здесь разведку и добычу. Это единственный музей такого профиля в стране. Кроме гиганта, там лежат берилл, кварц, марион, полевые шпаты, весь набор, который дает Волынская камера. И здесь я обязан сказать неприятное. Подземные полости с кристаллами притягивают не только геологов. О незаконных копателях самоцветов на Житомирщине и Ровенщине пишут регулярно, и это не городская легенда, а тема уголовной хроники. Земля, изрытая шурфами, из которой достали камень стоимостью в автомобиль, выглядит именно так, как вы себе представляете. А теперь любопытная петля во времени. Житомирский краеведческий музей открыли в 1865 году при Русской публичной библиотеке. Это одно из старейших музейных учреждений Украины. И знаете, с чего он начался? С частной коллекции образцов местных горных пород и минералов, которую волынский губернатор Чертков передал библиотеке и которую выставили прямо в день открытия. То есть первым экспонатом первого музея города был здешний камень. Потом фонды росли, нумизматическая коллекция Симонича, материалы Волынского епархиального архива, национализированное собрание графов Ильинских-Стецких и баронов де Шедуар. Сегодня основной фонд превышает 150 тысяч предметов. Размещается все это в старинном особняке на Замковой площади, построенном в XIX веке для главы Житомирской католической епархии. Здание так и зовут – Епископским домом. Город, который начал собирать себя с горсти минералов. Куда это привело дальше? Напишите в комментариях, какая из находок под этим городом произвела на вас самое сильное впечатление – подземные ходы, каньон или топаз в 117 килограммов. Мне интересно сравнить ваши впечатления с тем, что я еще расскажу. Тайна шестая. Башня, которая была выше всего города. Конец XIX века Житомир прожил в режиме большой стройки, и ее следы видны до сих пор. Проект городского водопровода приняли в 1884 году. Разрабатывали его житомиряне Арнольд Йенш и Мечислав Либрович, а строительные работы вела инженерная фирма из Варшавы. Водонапорную башню на Петровской горе приняли в эксплуатацию в ноябре 1898 года. Официальное открытие состоялось 27 декабря того же года, а полноценно система заработала еще через 2 недели. Высота сооружения 31 метр, и очень долго это была самая высокая постройка города. Красный кирпич, черты неоготики, вертикальные тяги, стрельчатые проемы,
По виду не промышленный объект, а маленькая крепость из книжки. Внутри 2 накопительных бака по 100 кубометров каждый, общим весом более 200 тонн. Дальше начинается инженерия, которой в 1898 году могли похвастаться далеко не все губернские центры. Небольшая насосная станция в предместье Корбутовка забирала воду из Тетерева, поднимала ее в баки и оттуда самотеком расходилась по городу. Общая протяженность разводящей сети составляла всего 2,3 километра. По нынешним меркам смешно, тогда это был прорыв. Примерно через каждые 120 метров на линии ставили пожарный кран, а под купольной крышей башни оборудовали дежурное помещение для пожарного наблюдателя, наверху площадку с прожектором. Одно сооружение закрывало сразу 3 задачи – напор, пожарный запас и обзор. Работала башня до 1964 года. В 1987 в ней обустроили ресторанный комплекс, а с 2020 года здание восстанавливают волонтеры и водят туда экскурсии. Следующие полвека с лишним городская техника развивалась рывками, и каждый рывок оставил дату. Газификацию начали в 1955 и 1956 годах. В 1962 открыли бумажную фабрику и пустили первый троллейбус. С этого момента у Житомира 2 вида электрического транспорта одновременно, что для города такого размера редкость. Трамвайная сеть при этом постепенно сжималась. Троллейбус забирал маршруты, линии закрывали, и от разветвленной системы конца XIX века осталось совсем немного. Зато осталась та самая метровая колея. Вагоны здесь заметно более узкие, чем стандартные, и разница бросается в глаза, если поставить житомирский трамвай рядом с киевским. Инфраструктура 1898 и 1999 годов проработала так долго, что дожила до троллейбусов, а водонапорная башня пережила и то, и другое. Со светом вышло почти одновременно. Документально подтвержденная первая вспышка электрической лампы в Житомире относится к 1896 году. В 1897 заработала первая небольшая стационарная электростанция в мастерских детского приюта на Синельниковской улице. А в 1899 пустили центральную электростанцию мощностью 315 киловатт. В тот же год, 22 августа, по городу пошел электрический трамвай. Узкая колея в 1000 мм, 14 двухосных вагонов Коломенского завода, линия от нынешней территории тюрьмы по улицам Сенной, Северной и Большой Вильской. Дальше старопочтовым путем через речку Каменку к Багунской лесопилке. И здесь снова расхождение источников, которые надо назвать. Одни публикации пишут, что Житомир стал 3-м трамвайным городом Украины после Киева и Екатеринослава, другие, что 5-м. Спорят до сих пор, и зависит все от того, считать ли пробные и грузовые линии. Метровая колея, кстати, дожила до наших дней. Редкость, которая осталась всего в нескольких городах. Город получил воду, свет и рельсы за 4 года, а через 8 лет в нем родился человек, чье имя 30 лет не разрешали произносить вслух. Тайна 7. Мальчик с Дмитриевской, которого страна знала без фамилии. 30 декабря 1906 года по старому стилю, 12 января 1907 по новому, в Житомире родился Сергей Павлович Королёв. Отец Павел Яковлевич Королёв 1877 года рождения, преподавал русский язык. Мать, Мария Николаевна Москаленко, была моложе мужа на 11 лет. Семья прожила в городе недолго. 28 июня 1908 года они уехали в Киев, и мальчику тогда было чуть больше 1,5 лет. Формально строчка в анкете, место рождения и ничего больше. Фактически именно эта строчка через 60 с лишним лет вернула Житомиру целый музей, а вернула его мать. Дальше та часть биографии, которую в советских книгах десятилетиями обходили. 27 июня 1938 года Королёва арестовали. Обвинение шло по контрреволюционным статьям. Приговор вынесли 27 сентября того же года. 10 лет исправительно-трудовых лагерей и 5 лет поражения в правах. С августа по декабрь 1939 он был на Колыме, на прииске Мальдяк. Оттуда его вытащили обратно в систему закрытых конструкторских бюро.
С мая 1940 в московской Шараге, с 42 по 44 в Казанском бюро. Освободили в июле 1944 без реабилитации, просто досрочно. Реабилитации пришлось ждать еще 13 лет. Она пришла 18 апреля 1957 года. До запуска первого искусственного спутника Земли оставалось меньше полугода. Вдумайтесь в этот порядок событий. Человек, который через несколько месяцев отправит в космос первый рукотворный аппарат, к тому моменту еще формально считался осужденным по политической статье. Пара штрихов к семье, без которых эта история не складывается. Отец Павел Яковлевич умер в 1929 году. Сыну было 22, и к тому времени они много лет жили порознь. Мать, Мария Николаевна, родилась в 1888 и прожила 92 года. Она застала все: рождение сына в губернском Житомире, переезд в Киев, арест, лагерь, возвращение, первый спутник, первый полет человека в космос, смерть сына и еще 14 лет после. Мало кому из матерей достается такая длинная дистанция. Именно она добилась, чтобы здание на Дмитриевской не снесли и не перестроили под жилье, а превратили в музей. И добилась этого через считанные годы после похорон. Представьте себе объем такой работы для женщины за 80 в 60-е годы. Письма, инстанции, доказательства, что квартира та самая, поиск мебели и вещей, разошедшихся по родне. И была цена, которую он платил до последнего дня. Страна знала его как главного конструктора. Без имени, без фамилии, без лица. Ни одной подписи под достижениями, ни одной публичной награды под собственным именем при жизни. Умер он 14 января 1966 года. И вот тут появляется мать. Мария Николаевна пережила сына на 14 лет и умерла в 1980-м. 1 августа 1970 года, через 4,5 года после его смерти, в Житомире, в доме на Дмитриевской улице, где он появился на свет, открылся мемориальный дом-музей. Открылся по ее инициативе. Мебель, личные вещи, документы семьи. Женщина, которая увезла полуторагодовалого ребенка из этого города в 1908-м, вернула его сюда в 1970-м, уже навсегда и уже с фамилией. Что из этого выросло дальше – отдельная история, и она куда крупнее одного дома. Тайна 8. Что на самом деле хранится в Житомирском музее космонавтики? Мемориальный дом на Дмитриевской оказался только началом. Со временем вокруг него вырос целый комплекс. Сам дом-музей, отдельный выставочный павильон «Космос», фондохранилище и планетарий. Павильон достроили в 1987 году, а открылся он для посетителей 1 июня 1991. То есть здание простояло готовым почти 4 года, прежде чем туда пустили людей. По состоянию на 2010 год через музей прошло свыше 2 миллионов человек. Вдумайтесь, 2 миллиона. Это в 7 с лишним раз больше, чем все население города. Для областного центра цифра почти невозможная, и объясняется она просто. Там есть вещи, которых больше нигде в стране не увидеть, и ехали за ними со всего Советского Союза, а потом и из-за границы. Житомир, у которого отобрали его собственную старину, получил взамен музей будущего и держится за него до сих пор. Идем по экспозиции. Главный экспонат – спускаемый аппарат корабля «Союз-27». Настоящий, реально побывавший на орбите и вернувшийся. Не макет. Обгоревшая обшивка, следы входа в плотные слои атмосферы. Рядом спускаемый аппарат станции Венера-15 в натуральную величину. Аппарат того самого класса, который проектировали для планеты с давлением у поверхности почти в 100 атмосфер и температурой под 470 градусов. Есть макет самоходного аппарата «Луноход-2» и макет корабля «Союз». Отдельно ракетная линейка, баллистическая ракета серии Р-5, первый советский носитель ядерного заряда, и ракета серии Р-12, плюс скафандры, снаряжение космонавтов, приборы, документы, фотографии. И вот здесь я обязан сделать оговорку, потому что вокруг музея накопилась путаница. Разные туристические сайты по-разному расставляют ярлыки «оригинал» и «копия». То, что в одном описании называют настоящим спускаемым аппаратом, в другом уже проходит как полноразмерный макет, и наоборот. Устойчиво и повсеместно подтверждается только одно – аппарат Союза-27 подлинный и летавший. Луноход-2 и корабль «Союз» представлены макетами.
Ко всему остальному лучше относиться с поправкой на источник, а лучше уточнять на месте у сотрудников. Это как раз тот случай, когда добросовестнее признать разнобой, чем выдать красивую версию за истину. Город, из которого будущего конструктора увезли в 1,5 года, стал единственным местом, где его детство и его ракеты собраны под одной крышей. А вот сам город сохранить себя сумел куда хуже. Тайна 9. Город, который стерли с собственных открыток. Сравните две фотографии Соборной площади начала 20 века и сегодняшнюю. Половины зданий нет. Житомир 20 века потерял свою старую застройку 3 волнами, и каждая волна работала по-своему. Первая – идеологическая, 30-е годы. Службы в Михайловской церкви прекратили в 1927 году. Через 2 года здание изъяли под предлогом отсутствия средств на ремонт, а к середине 30-х в бывшем храме держали склад. Городской генеральный план 30-х годов предусматривал снос Спасо-Преображенского собора и постройку на его месте Дома Красной Армии, при том, что собор уже тогда числился в Государственном реестре памятников архитектуры. Реализовать замысел помешала война. В 1937-м закрыли кафедральный костел Святой Софии и начали уничтожать церковное имущество. Тогда прихожане разобрали и спрятали по частям костельный инструмент, чтобы он уцелел. Он уцелел. Чтобы вы понимали масштаб утраченного, вот что мы все-таки сохранили. Кафедральный костел Святой Софии строили с 1731 по 1746 год по инициативе епископа Яна Самуэля Ожги. Перестраивали в 1789-1801. Колокольня к северо-востоку от храма поднимается на 26 метров. Это один из старейших уцелевших памятников архитектуры города. Спасо-Преображенский собор возводили с 1866 по 1874 год архитекторы Карл Рахау, Эрнест Жибер и Шаламов на месте Базилианского храма, разрушенного еще в 1771. Пятикупольное крестообразное здание, 4-ярусная колокольня, общая высота 53 метра. Оба здания пережили 20 век чудом, а не по правилам. Отдельная судьба у монастырских комплексов. Здание в неоклассическом стиле, построенное в 1838-1842 годах, служило храмом Луцко-Житомирской духовной семинарии и заменило сгоревшую деревянную церковь францисканского монастыря, основанного еще в 1763. До 1917-го в монастырских корпусах размещалась семинария. Дальше здание меняло роли, как декорации. В 20 веке в храмовой части работал кинотеатр, потом библиотека, потом Дом народного творчества. Это, к слову, типичная судьба уцелевших житомирских храмов. Их не сносили, а перепрофилировали, и как раз перепрофилирование чаще всего их и спасало. Склад, клуб или архив внутри означали, что крышу хотя бы латают. Здания, оставленные пустыми, разрушались быстрее всех остальных. А вот перечень того, чего больше нет или что вернулось искалеченным. Крестовоздвиженская церковь на Замковой горе. Ее закрыли примерно в 30-е годы. По времени постройки источники расходятся. Одни относят ее к 17 веку, другие к 19, и я называю обе версии. Симеоновская церковь была взорвана. Успенская церковь на Подольской горе, поставленная в 1700 году, к концу 20-го столетия дошла в таком состоянии, что во время службы на прихожан лилась дождевая вода, а через дыры в куполе залетали птицы. Восстановленный храм открыли только в марте 1992-го. Старую синагогу на Малой Бердичевской, построенную в 1913-м, закрыли в 20-е годы. Там же, на Малой Бердичевской, дом номер 11, возведенный в 1851 году Эвелиной Ганской. До 1863-го в нем размещалась Волынская гимназия, затем Житомирское раввинское училище, затем Еврейский учительский институт. 3 эпохи в одном здании. И над всем этим пустое место на Замковой горе, где после пожара 1802 года не осталось ни одного бревна. Молчат путеводители о том, сколько всего было снесено, а вот кладбище помнит точнее любых путеводителей. Тайна 10. 9 гектаров и 2222 плиты. Польское кладбище Житомира – один из крупнейших польских некрополей за пределами Польши.
9 гектаров, 2222 описанных захоронения. Это только те, что удалось прочитать и внести в каталог. С годом основания снова разнобой. Украинская энциклопедическая статья указывает 1800 год, ряд краеведческих публикаций 1801. Разница в 1 год, но она показывает, насколько зыбко даже то, что кажется твердым. Захоронения закрыли в 1976. В 1840-м на кладбище построили каплицу святого Станислава. По другим данным, строительство шло с 1841 по 1846. Во Вторую мировую ее разрушили, восстановили только в начале 2000-х. Кто здесь лежит? Юлиуш Зарембский, пианист и композитор, годы жизни 1854-1885, 31 год жизни, ученик и любимец крупнейших музыкантов своего времени. Художник Леонард Страшинский, 1828-1879. Священник Анджей Федукович, 1875-1925. Отец и мачеха Игнация Яна Подеревского, пианиста, ставшего премьер-министром возрожденной Польши. Родовые участки шляхетских семей, чьи фамилии в этих краях знали все: Домбровские, Манюшка, Чацкие. И это отвечает на вопрос из 3 главы. Фамилия Чацкий здесь не выдумана. Она вросла в житомирскую землю задолго до того, как ее приклеили к скале над Тетеревым. Православное кладбище города, которое чаще зовут Русским или Вильским, тоже памятник и тоже в тяжелом состоянии. Там надгробия 19 века, чугунное литье, склепы, семейные участки городских чиновников, врачей, благотворителей. Первый же известный некрополь житомирских христиан, и православных, и католиков, располагался вообще в другом месте, на Ахримовой горе, на левом берегу Каменки. Дату его возникновения не знает никто. Кладбище на Смолянке было закрыто для захоронений несколько десятилетий назад и вновь открыто в 2014 для отдельных погребений. Общая беда всех старых житомирских некрополей одна. Часть надгробий разграблена, часть разрушена. Охраны десятилетиями не было. Реставрация нужна почти повсеместно. Люди, которые помнили эти могилы живыми, в большинстве своем давно умерли. И есть в этом городе цифры, которые произносят вслух только в определенные дни года. Тайна 11. Цифры, которые в Житомире называют раз в году. Об этом надо говорить сдержанно и точно, поэтому здесь будут одни только даты и числа из документальных источников. Еврейская община Житомира – одна из старейших и крупнейших в регионе. Селиться здесь начали с начала XVIII века. Официальное разрешение появилось в 1792 году. В 1789 в городе жили 882 еврея, треть населения. К 1847 их было около 9500. Перепись 1897 года дала примерно 31 тысячу, 46% всех горожан. Житомир был крупным центром еврейской книжности. С 1804 здесь печатали книги на иврите, в 1837 сюда перевели типографию из Славуты, а с 1845 житомирская типография стала одной из двух разрешенных в империи. В 1847 открылось Равинское училище, в 1862 первое в стране еврейское ремесленное училище. Чтобы понять масштаб перемены, достаточно посмотреть на переписи. В 1926 году в Житомире жили 69 465 человек, и национальный состав выглядел так: 39,2% евреи, 37,2% украинцы, 13,7% русские. Город, где ни одна община не составляла большинства. К 1939-му население выросло примерно до 95 тысяч. Евреев насчитывалось 28 733 человека, 30,5%. А в 1941-м в городе оставалось около 40 100 человек. Падение больше чем вдвое за 2 года. За этой цифрой скрыты и эвакуация, и мобилизация, и то, о чем речь пойдет ниже. Довоенный Житомир с его 3 языками на вывесках закончился именно тогда, и прежний состав населения не восстановился уже никогда.
20 век прошелся по этой общине трижды. Апрель 1905 года – трехдневный погром, 20 убитых в городе. Январь 1919 – 53 погибших. Март 1919 – пятидневный погром, 317 убитых. 9 июля 1941 город был занят немецкими войсками. 5 сентября в Житомире зарегистрировали 4820 человек еврейского происхождения. Массовые расстрелы прошли осенью того же года. Последние остававшиеся были уничтожены 19 августа 1942. По официальным данным, в 1942 и 1943 годах в лесу возле хутора Довжик в 5-6 километрах от города уничтожено 9629 человек. Памятный знак там установили в апреле 1995 года. Еще 2 памятника поставили усилиями исследовательницы Лины Торпусман. В 2000-м на хуторе Выдумка и в 2001-м в Багунском лесном массиве с надписями на 3 языках. После войны община возродилась частично. Перепись 1959 года дала 14 800 человек, 1989 – 10 700. Есть и вторая колонка цифр к другой трагедии. По данным украинских энциклопедических источников, жертвами голода 1932-1933 годов в Житомире стали 8015 человек, и имена 7418 из них удалось установить поименно. Вот эта разница. 8015 против 7418 и есть работа архивистов последних десятилетий. 697 человек пока остаются без имен. Смысл всей этой арифметики один. Не дать судьбам превратиться в круглое число. Даты я назвал, цифры назвал, оценок давать не буду. Они здесь лишние. Перейдем к тому, что лежит в 90 километрах отсюда и уходит на 40 метров вниз. Тайна 12. 156 метров тоннеля под скалой. В Коростине, райцентре на севере области, есть объект, о существовании которого до 2005 года не полагалось знать. Гриф секретности сняли именно тогда. Речь о подземном командном пункте, врубленном в гранитную скалу. Тоннель длиной 156 метров, более 30 помещений, глубина заложения около 40 метров. Сооружение относится к 20-м и 30-м годам 20 века и входило в Коростенский укрепленный район, звено той линии обороны, которую в литературе называют линией Сталина. В городе объект зовут просто «Скала». Скальный массив над головой — это не бетон, а сплошной гранит того самого украинского щита, с которого мы начали. Именно поэтому убежище считалось способным выдержать практически любое прямое попадание. Сам укрепленный район опишу точнее, потому что скала была его мозгом, а не его сутью. Решение строить Коростенский укрепленный район приняли в 1931 году. Работы шли около 9 лет, и в итоге район насчитывал почти 500 оборонительных сооружений, самый северный укрепленный район на территории Украины. Долговременные огневые точки тянулись цепью по рубежу и прикрывали направление на Киев. К июлю 1941-го, когда до них дошел фронт, укомплектованность личным составом и вооружением составляла примерно треть от положенной по штату. Оборону прорвали за месяц. Здесь же назову расхождение источников по самому подземному объекту. Часть публикаций относит его к 20-м и 30-м годам без уточнения. Часть указывает 1936 год и добавляет, что командный пункт врубили в скалу, использовав более старые подземные полости. Второе утверждение звучит эффектно. Документального подтверждения ему я не нашел и отношу его к городским преданиям. Сейчас там военно-исторический и музейный комплекс, созданный энтузиастами после снятия секретности. Экспозиция посвящена начальному периоду войны, и в ней есть по-настоящему редкая часть – единственная в стране коллекция противогазов. Там можно увидеть противогаз для лошади времен Первой мировой, противогаз для коровы и детский противогаз. От вида этих предметов волосы встают дыбом сильнее, чем от любых страшилок. Они существуют потому, что кто-то всерьез просчитывал такой сценарий. Отдельно оговорю спорный момент. Музей связывает проектирование и руководство строительством комплекса с именем военного инженера Карбышева, и эта версия звучит в экскурсиях.
В академической литературе конкретная атрибуция авторства укреплений Коростенского района обсуждается осторожнее, поэтому корректнее держать ее как музейную версию, а не как установленный факт. И еще одна деталь, уже из нашего времени, строго по фактам, без оценок. По сообщениям городских властей и музея, во время обстрелов в 2022 году подземный комплекс использовали как укрытие. Там находилось около 300 человек, а сам объект получил повреждения. Сооружение, построенное почти 90 лет назад под совсем другую войну, сработало по прямому назначению. Замковая гора, подвалы Подола, шахта под Коростенем – это 3 этажа одной и той же привычки. Когда наверху опасно, здешние люди уходят в камень. Но у древлянской земли есть история старше всех этих подземелий, и заканчивается она пожаром. Тайна 13. Столица, которую сожгли в X веке. Искоростень впервые упоминается в повести временных лет под 6453 годом от сотворения мира. Это 945 год нашего летоисчисления. Упоминается как центр племени древлян. В том же году, по летописному рассказу, древляне убили киевского князя Игоря, пришедшего за повторной данью. Дальнейшее известно каждому по школьным пересказам. Вдова Игоря, княгиня Ольга, за год взяла все древлянские города, кроме Искоростеня, а его сожгла с помощью птиц, к лапам которых привязали горящий труд. И вот здесь нужна честность. Сюжет с птицами – литературный мотив, который встречается и в скандинавских сагах, и в других средневековых текстах. Историки давно относят его к фольклору, а не к военной хронике. Легендой является именно способ, а не сам факт гибели города. Потому что гибель подтверждена лопатой. Раскопки на городище, обозначаемом как первые, зафиксировали внезапное уничтожение племенного центра в середине X века. Слой пожара, а в нем человеческие кости. Пересказом летописи такое не объяснить. Перед нами стратиграфия. Археолог Богдан Звездецкий, много лет изучавший древлянские грады, показал, что процесс был системным. Целый ряд укрепленных поселений древлянской земли – Олевск, Городище, Несолонь, Малин, Новоград-Волынский – прекращает существование во второй половине X века. Погиб не один город, погибла целая политическая структура. Всего в Коростене выделяют 4 археологических объекта. Самые ранние относят к эпохе раннего железа, и с документированной историей города он прямо не связан. После разгрома жизнь смещается. Красную гору люди покидают и уходят на площадку, которая сегодня лежит в Древлянском парке. Летопись и грунт сошлись на одной дате. Такое бывает редко. В самом Коростене древлянская тема разлита по городу, и здесь надо аккуратно разделять камни и рассказы. Гранитные валуны в русле реки Уж у подножия отвесных круч местные называют купальнями княгини Ольги. Место красивое. Каньон, который в путеводителях иногда именуют «маленькой Швейцарией». Только вот привязка к Ольге, предание. Никаких письменных источников о том, что княгиня купалась именно здесь, не существует, а само название закрепилось уже в новое время. Туда же относится рассказ, будто после крещения в Царьграде Ольга поселилась в Искоростене и поставила там первую христианскую церковь на Руси. Это легенда. В городском парке установлены памятники князю Малу, Малуше, Добрыне и Владимиру. Фигуры летописные, но их скульптурные образы вымышлены целиком. Портретов той эпохи не существует в природе. Разделяйте. Гранит настоящий, каньон настоящий, слой пожара настоящий. Имена и биографии взяты из летописи, записанные через 1,5 столетия после событий. Сегодняшний Коростень – обычный райцентр на реке Уж, с гранитными валунами в русле, с фарфоровым производством, которое ведет отсчет с 1909 года, и с очень характерной демографической кривой. Около 72 300 человек на январь 1989 и около 56 тысяч на январь 2025. Столица древлян, ставшая точкой на карте области. Под ногами у жителей слой пожара тысячелетней давности, под ним культурные напластования еще старше, а сбоку в скале бетонная дверь командного пункта. Все в одном городе,
Все в радиусе пары километров. Кто были эти люди, чьи кости лежат в горелом слое? Как их звали? Не ответит уже никто. И вот к чему мы пришли. Первый вопрос был о том, что находится под Житомиром. Ответ теперь понятен. Под ним и правда есть подземелья. Кирпичные, сводчатые, шириной около 110 сантиметров, с нишами и отдушинами. Обследованные в 80-е и 90-е годы, с картами, с 40 переданными в музей предметами 14-19 веков. И под ним нет ни библиотеки Ярослава Мудрого, ни подземного храма, ни тоннеля до Бердичева. Разница между этими двумя списками и есть разница между историей и байкой. Второй вопрос. Почему город на лучшем граните страны не сохранил своей застройки? Ответ вышел жестче, чем я ожидал. Камень отсюда вывозили, а сносили здесь. Красный лизняковский гранит уехал в чужие столицы, а Михайловская церковь стала складом, синагогу закрыли, Успенскую довели до дыр в куполе. И только война сорвала снос Спасо-Преображенского собора. Третий вопрос. Кем был этот город для своих великих? Ответ дала одна женщина. Мария Николаевна Королева, увезшая полуторагодовалого сына в 1908 и открывшая музей в доме его рождения в 1970. Пройдемся по всем 13. Круглое сооружение на Замковой горе, найденное в 2017. Подземелье Подола и правда о них. Каньон Тетерева и 30-метровая голова Чацкого. Гранит Коростышова, Лизняков и Головина. Топаз в 117 килограммов. Водонапорная башня высотой 31 метр и трамвай метровой колеи. Мальчик с Дмитриевской, реабилитированный за полгода до первого спутника. Спускаемый аппарат Союза-27, побывавший в космосе. Утраченные храмы и дом Эвелины Ганской. 9 гектаров польского некрополя и 2222 плиты. Цифры, которые называют раз в году. 156 метров тоннеля под Коростенской скалой и слой пожара середины X века с человеческими костями. 13 точек, и ни в одной я не подставил красивую выдумку вместо факта. Там, где документа не было, я называл это легендой прямо. И остается вещь, которую я так и не смог никуда пристроить, потому что она не тайна, а свойство. Житомир все время что-то отдает наружу и почти ничего не оставляет себе. Камень уехал в чужие столицы. Конструктор уехал в 1,5 года от роду. Композитор, писатель, пианист, генерал Парижской коммуны уехали все. Топаз в 117 килограммов лежит в соседнем поселке. Даже собственная деревянная твердыня сгорела, и остатки развезли на дрова. При этом город с завидным упрямством оказывается точкой, из которой начинается что-то очень большое. Первый искусственный спутник Земли, одна из 2 разрешенных в империи типографий с ивритом, 3-й или 5-й по счету трамвай Украины, единственный в стране музей самоцветного камня. Такие места редко попадают в туристические подборки, потому что их главное содержимое лежит ниже уровня земли и разбросано по чужим адресам. Собрать его можно только вот так, по датам, по описям и по слоям. Какая из этих 13 историй поразила вас сильнее всего? Напишите в комментариях. Если вы из Житомира или из области и знаете что-то, чего здесь нет, обязательно расскажите, я читаю все. Особенно интересны подземелья, у кого-то из вас дед точно спускался туда мальчишкой. Житомирская земля устроена просто. Чем глубже, тем старше. Гранит держит все, что в него вложили, и однажды отдаст остальное. Наше путешествие подошло к концу. Спасибо, что были его частью, и до скорых встреч.